Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Анастасия, художница из Швейцарии, и вы находитесь на канале для современных художников. Я рада открыть сегодняшнее видео и сообщить, что сегодня у нас второй выпуск новой рубрики «Встреча с художником». Это значит, что сегодня мы вместе посмотрим те видео, которые я отобрала из ваших заявок, которые вы активно присылаете мне в новую рубрику, да, это не конкурс, но новая рубрика. Большое спасибо всем, кто снимает видео специально для нашей новой рубрики и рассказывает свои истории. Так вот, сегодня я рада буду показать вам 3 новых ролика и представить 3 художников. Итак, наша первая участница Олеся Ковальчук прислала свое видео и рассказала о серии работ. В своем видео она даст совет художникам, очень, я считаю, полезный совет, а также вы увидите, как интересно она показывает свои работы в интерьере. Я думаю, это многих заинтересует, и, возможно, даже вы захотите обратиться к Олесе, чтобы узнать, как она делает такую визуализацию. Так что давайте внимательно посмотрим ее видео. Итак, Олеся Ковальчук. Приветствую вас, мои друзья. Приветствую Анастасию. Хочу поучаствовать в вашем проекте и представить здесь коллекцию Hood Ornament. В этой коллекции объединилось 2 мои страсти. Это любовь к старинным автомобилям и желание изображать людей. Вообще я в каждую свою работу стремлюсь включить так или иначе человека. Это ребенок, гномик, мифологический герой. В данном случае это будет коллекция предварительных рисунков и зарисовок более другой коллекции. На это будут вот эти вот фигурки, которыми украшались автомобили. Вот, и в дальнейшем я буду использовать в другой коллекции, где объединю героев мифологии, как здесь это Гермес. Это какая-то работа я буду переделывать, просто как пример. Вот, но я подумала, что можно вот эти мои зарисовки вылезти в отдельную коллекцию. Далее в своем видео я буду показывать работы и их комментировать. То, что я хотела бы пожелать другим художникам. Я, по сути, своей жесткий интроверт. То есть, да, я с людьми общаюсь, я даже всегда каким-то лидером оказываюсь, но, тем не менее, знакомств каких-то полезных я не выношу. Из этого общения очень плохо, потому что через контакт человеческий очень многого можно достичь. Я выполнила 3 небольшие работы. Здесь представлено 2. В данном случае это статуэтка с автомобиля Гарднер и маленький человечек. Я уже говорила, что я очень люблю изображать людей. Но мне не очень подходит маленький формат. Мне нравится работать более размашисто. Я в своих работах пытаюсь совмещать фактуру, какую-то экспрессию с элементами фигуративной живописи. Здесь вы видите Chevrolet Car Mascot и опять-таки маленького человечка. В конце ролика вы увидите, как смотрятся эти работы в интерьере. Я делала визуализацию, такой 3D-тур. У меня есть на сайте, можно пойти, покрутить, посмотреть. Я перешла на другой материал, бумагу. И акрил, не только акрил, но и мягкие материалы, пастель, уголь, сангина. Такая смешанная техника получалась. Вот это автомобиль из Отто Франкини с таким космонавтом на капоте, который украшает крышечку от бензобака. И опять-таки я смотрю цветовые гаммы. Хочу в одной из работ такой лунный свет использовать. Это опять-таки Гарнер, но уже совсем другое видение. Эту серию я собираюсь продолжать. У меня уже несколько листов в работе.
Ну, хотя, повторюсь, это все равно некая подготовительная база такая для моей последующей творческой деятельности. Поскольку я умею делать хорошо визуализации, решила себе немножко польстить и построила себе такую 3D-галерею, где расположила уже часть работ. Вот здесь вы можете видеть, как происходит прогулка по этой галерее. Я могу сделать визуализацию и для VR-очков. Тогда будет полная иллюзия присутствия. Но это потом. Сейчас я не вижу в этом большого смысла. И можно понять размер, масштаб моих работ. В дальнейшем я буду увеличивать количество залов, где буду развешивать свои работы. А это моя работа Green Little Guy. Это тоже акрил на холсте. И работа эльф, бумага, акрил паталь. Здесь видно, что маленькие работы не очень хорошо смотрятся на стене. Друзья мои, благодарю за то, что посмотрели мою презентацию. Огромное спасибо Анастасии. Пока-пока. Друзья, все контакты наших художников я обязательно оставлю в описании к этому видео. И если вас заинтересовали работы, творчество Олеси или то, как она презентует свои картины, да, вот эта 3D-визуализация в интерьере, пожалуйста, не стесняйтесь и обращайтесь. Мне очень, конечно, понравилась цветовая гамма, вот этот лунный свет, чем-то немножко перекликается тоже и с некоторыми моими картинами, поэтому картины мне как-то очень запомнились. Вот, Олеся, большое спасибо за твое видео. Пожалуйста, если вам интересно то, что я делаю на своем канале, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, что поможет развиваться мне и дальше. Следующая наша участница Элеонора Таранова. Я думаю, те зрители, которые активно смотрят все видео на моем канале, уже видели Элеонору. Однажды она брала у меня интервью, тоже на тему онлайн-галереи, продажи картин, поэтому я думаю, что многие уже знают Элеонору. Могу добавить от себя, что Элеонора активная участница проектов Artbox, и как раз в последнем проекте Artbox World Элеонора была выбрана в 100 полуфиналистов со своей картиной The Flower of Life. Давайте посмотрим видео Элеоноры, и она расскажет нам также и о своих других проектах, и также для проектов, которые помогают художникам. Смотрим видео. Привет, художники и любители живописи! Меня зовут Элеонора, и я художник. Я занимаюсь масляной живописью и творю в жанре анималистики и фигуратива. Прежде всего хочу поблагодарить Настеньку за то, что она организовала такой чудесный проект, который позволит нам познакомиться с большим количеством талантливых людей и расширить границы нашего общения, особенно в такой тяжелый период, когда мы вынуждены оставаться дома. Расскажу немного о себе. Конечно же, я, как и все художники, любила рисовать в детстве. Конечно, я рисовала всем и вся и везде. Но был период времени, когда абсолютно не занималась рисованием, и я не ходила в художественную школу, потому что у нас не было ее в городе. И, конечно, меня долго отсутствовали возможности заниматься любимым делом. Но масло я хотела попробовать всегда. И вот когда мне предоставилась такая возможность, это случилось очень недавно, всего лишь 12 лет назад, я взялась за масляные краски, влюбилась в них безмерно. Я теперь без них не могу жить. Как я уже сказала, люблю рисовать животных. Анимализм – это моя любимая тема. И уже участвовала в нескольких выставках международных, получила призовые места. Это вот последние мои работы, вы видите, на стене. Я начала проект «Большие кошки», хищники, исчезающие виды, и вот это часть моего проекта.
Одним из моих любимых и таких душевных проектов, о которых я хочу рассказать, это проект «25 портретов домашних животных», который я провела на Facebook вместе со своими подписчиками. Я огласила подарок тому, кто поучаствует. Был один подарок, выигрышный номер. Мне присылали фотографии, и я рисовала домашних животных. Часть из участников были моими друзьями, подписчиками до этого, но большая часть пришла знакомых, через знакомых, через знакомых. Видео с портретами этих домашних животных, которые получились, вы можете посмотреть на моем канале YouTube. Кроме того, сейчас в Инстаграме провожу эфиры на двоих с психологом. Мы пишем эмоции. Эмоции мы пишем разными красками. Она, вернее, рассказывает о них, а я пишу. Это очень интересный проект, который я намерена продолжать. И я думаю, что вам тоже будет интересно. Приходите на страничку и, наверное, Настя оставит или как-то это организует, чтобы вы могли подписаться. Есть еще один проект сугубо добровольный и совершенно бесплатный. Это Etsy Artists в Телеграме. Я организовала группу, собрала туда художников, которые продают на Etsy не только, и мы там делимся опытом абсолютно безвозмездно. Там в том числе есть и диджитал-художники, и физические художники, и кавалеристы, и те, кто графикой занимается в разных стилях, жанрах. И приходите, если вам нужно. Если вы хотите тоже продавать на Etsy, заходите в группу. Она открыта. Мы делимся опытом. Там только проверенные факты, только свой собственный опыт. И еще один проект, который я затеяла совершенно недавно. Я учу начинающих художников. Он совершенно спонтанно организовался. Я была удивлена, что поддержали те художники, которые не начинающие, те, которые захотели учиться. И вот только-только стартанул Upstart Brush, тоже в Телеграме. Ссылочку оставлю. Если вы захотите учиться, если вы никогда еще не учились рисованию, живописи, приходите. Там не будет сложных уроков. Все очень просто, весело, доступно и легко. Вот, пожалуй, и все. Я бы хотела поблагодарить всех, кто оставит комментарии. Если будут вопросы, обращайтесь. Все контакты будут в видео. Большое спасибо. Прикреплю несколько фотографий моих животных, любимых. Ну и кроме того, некоторые картины, которые являются для меня знаковыми. Еще раз, Настенька, спасибо большое тебе за такой проект. Большое спасибо, Элеонора, за твое видео. Контакты я также оставлю в описании. Я тоже могу только положительно отозваться о телеграм-канале, который организовала Элеонора для тех художников, которые работают на площадке Etsy. Поэтому, пожалуйста, вступаем в чат и общаемся, задаем свои вопросы. Там действительно много полезной информации. Наша третья участница Наталья Цыбанова.
Как и многие художники, Наталья пришла к творчеству на новом отрезке своей жизни. Попробовав разные техники и стили, она остановилась на Fluid Art. Эта техника помогает создавать мне новые миры и вселенные, так говорит нам Наталья. Давайте посмотрим и послушаем ее интересный рассказ. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья Цыбанова, и я художник-самоучка. Родилась 5 октября 1961 года, так что в этом году у меня случится такая серьезная, кругленькая дата. Ну, в общем, я дожила до пенсии и стала все чаще и чаще задумываться, ну вот большая часть жизни прожита, а что дальше? И вообще, что я видела? Работа, дом. Я даже в отпуск ни разу никуда не съездила. И что меня ждет дальше? Сидение у телевизора за сериалами или на улице с бабушками, соседками на лавочке. Ну, меня такая жизнь не устраивает. Возможно, для кого-то, для большинства это очень нравится. Я подумала, что дальше-то? Ну и под влиянием, конечно, Вадима Зеланда, ну и других гуру в плане осознанности, я решила круто изменить свою жизнь. Я занялась, в первую очередь, я взяла за себя багаж в виде своих хронических заболеваний и большого веса. Весила я больше 100 килограмм. Вот. И взяла и похудела. Вот, не поверите, с июля месяца прошлого года, где-то за 8 месяцев, я скинула порядка 35 килограмм. Так. Ну, начну насчет рисования. И вот когда появился интернет, я, значит, увлеклась мастер-классами наших знаменитых художников. Ну, как бы все, там, Сахаров и все такое прочее. Вот. И стала даже рисовать какие-то пейзажики. Ну, знаете что? Я считаю, что самый крутой творец у нас Господь Бог. И ничего лучше самой природы сотворить невозможно. Ну, можно запечатлеть какой-то момент. Ну вот передать, допустим, шелест травы, дуновение ветерка, или пение птиц, например, или аромат, там лесной какой-то запах, какие-то звуки, запах грибов, лесной, ягоды. Этого же не передать в картину. Ну, может, это и удается каким-то единицам, гениям. Но я-то не гений. Ну, в общем, как-то я охладела и к этим пейзажам, и увлеклась техникой Fluid Art. Ну, причем не сразу увлеклась. Я, конечно, видела в интернете вот эти ролики. Ну, заливают, льют акрил, смешивают всякие краски. Ну, красиво получается, перемешиваются цвета, там какие-то пузырики, там какие-то сеточки, ячейки, узоры симпатичные. Ну, симпатично, ну и все. Пока я не увидела мастер-класс. Их, в общем, 3 таких девушки-американки. Вот одна вот эта вот Рынска, вторая Молли и 3-я девушка, тоже американка с русским именем, Ольга Соби, по-моему. Вот. Они даже вместе вот недавно давали мастер-классы. Ну, фантастические картины. Просто фантастические. Я просто пропала, когда увидела. Это такой драйв, такие шедевры. Они еще их и продают. Вот. И как-то я так, время у меня освободилось немножко. Младшая внучка подросла, появилось свободное время. Я, короче, купила себе лист ДВП, напилила сама. Сама купила материал, наклеила, прогрунтовала. Кстати, я до сих пор так делаю, потому что производительность у меня 2 картины в день. Не напасешься холстов. Да и дорого это для меня. Но это, конечно, очень много времени отнимает делать самому все эти холсты. Ну, что делать? Мне это сильно не удручает. Вот. Я, в общем, полностью в этой технике работать люблю.
под музыку какую-нибудь классическую, причем хоть под любую, там, например, и под Шопена, и под Баха. Очень люблю под органную музыку работать. Я поначалу-то решила, да я сейчас сделаю, это так легко на мастер-классах. На самом деле не так-то это просто. Надо очень сильно приобрести хороший опыт, набить руку. Интуитивно нужно разводить эту краску, чуть погуще, чуть пожиже уже не получится. Даже температура в комнате влияет на конечный результат. У меня как раз вот на картинах, я считаю, отображаются другие миры. Параллельная реальность. Вот. Здесь можно сказать, что даже отсутствует гравитация. Вот эту картину я рисовала под Паганини «Каприз». Видите, я надеюсь, мне удалось передать всю страсть и всю экспрессию этого произведения. Она передалась на картины. Конечно, от меня мало что зависит, скажу честно. В этой технике без волшебства и магии не обойтись. Посмотрите, какие интересные... Вот видите, какие получились две арки двухъярусные. А внизу как будто бы горы. Как будто бы это пейзаж какой-то другой реальности. У нас такого нету. И растительность тут совершенно другая. И гравитация тут отсутствует. Вот эту картину я рисовала на 8 марта. Вы скажете, нет волшебства или магии? Да есть, конечно. Я сливала те же самые краски, которые обычно пользуюсь. А получился вот такой цвет свежей зелени. Получился вот такой красивый весенний букет. Вот эти вот плавучие острова. Причем плавучие не на воде, а по воздуху. Тут вообще сюжет, посмотрите, вдалеке тоже горы и леса, какое-то озеро, какие-то растения, наверху могучие деревья, тоже с растительностью. Одна подписчица в Инстаграме написала: окно в другой мир. Вот точно угадала. Ну вот, друзья, я показала некоторые из моих работ, конечно. Хотелось бы все, но нет такой возможности. На этом буду прощаться. Надеюсь, я произвела какое-то впечатление на вас. Вернее, не я, а мои работы. И очень жду ваших откликов. Внизу будет ссылка под мой Инстаграм. К сожалению, больше я нигде пока не зарегистрирована. Пока. Пока-пока. Наталья, большое вам спасибо за ваше видео, за то, как вы показали свои картины. Мне кажется, действительно, это что-то удивительное, и чем больше я смотрю, тем интереснее, и для меня действительно открываются какие-то новые сюжеты на ваших работах. И мне кажется еще, что такой видеоформат очень выигрышно показывает ваши картины. Действительно, даже есть какая-то такая 3D-глубина в ваших работах. Контакт Натальи я тоже оставлю в описании. Посмотрите, пожалуйста, у нее есть Инстаграм именно для своих работ. Друзья, я призываю нас общаться, писать комментарии. Делитесь, пожалуйста, своими какими-то идеями. Может быть, вас натолкнут на новые идеи, да, наши рассказчики. Присылайте свои видео, где вы показываете ваши работы. Я думаю, что всем будет интересно такой вот обмен, какая разная у нас аудитория и какое разное творчество, да, но в то же время все равно есть что-то нас всех объединяющее. Большое вам спасибо за вашу поддержку. На данный момент я выпускаю такую рубрику один раз в месяц, потому что количество заявок еще не очень большое. Поэтому у вас есть все шансы попасть в новую рубрику. Делитесь вашим видео, присылайте. Я желаю вам больших успехов, удачи и большой привет из Швейцарии. Пока-пока.